12 лет назад вышел первый выпуск подкаста «Сцена». Он был в аудиоформате, и я рассказывал про демосцену, про влияние демосценеров на игровую индустрию и другие индустрии, вплоть до кино. Косвенно касался игровых консолей. Затем форматы выпусков изменились, я стал записывать видео, звать гостей и делать даже что-то типа маленьких документальных фильмов, как про группу Quiet или про трекерную музыку. Сегодня у нас тоже небольшое обновление формата. Сегодняшний выпуск будет похож на видеообзор. Итак, сегодня мы говорим про векторную графику. Это игровая консоль Vectrex 1982 года выпуска. Вы можете что-то о ней уже знать по обзорам на YouTube, но я предлагаю познакомиться с ней поглубже, потому что во многом это весьма аналоговая штука, и мы ее будем ковырять. У консоли много аналоговых настроек. Например, вот эти движочки позволяют подстроить магниты, чтобы изображение было по центру экрана. Кстати, не вздумайте делать то, что я сейчас показываю, дома, потому что заряд, он держится довольно долго после того, даже как вы вынули вилку из розетки. Эту консоль я не включал неделю, поэтому совершенно спокоен за отсутствие заряда. Для настройки пропорции изображения по вертикали и по горизонтали есть подстроечные резисторы. Также есть очень важная ручка подстройка яркости. Я позже объясню, почему она важная. Есть у Vectrex одна конструктивная особенность, точнее недостаток, который уже от безысходности принято считать фишкой Vectrex. Когда вы его включаете, начинаются мощнейшие наводки от сети на встроенный динамик. И вместо музыки, точнее вместе с музыкой, вы слышите мощный 50-герцовый гул. Поэтому я сделал апгрейд. Это замена встроенного звукового усилителя на внешний, более качественный. С ним гул уменьшился. Поначалу я пытался решить проблему самостоятельно. Находил в интернете всякие схемы. Вот этот провод, который идет к динамику, я его выпаивал, перенаправлял, заменял на какой-то там жутко экранированный. Чего-то ничего не помогало. Гул все равно оставался. Тогда я продолжал возиться, придумывать что-то, замыкал какую-то землю, в итоге я спалил Vectrex. Сгорела одна микросхема, пришлось покупать новую на замену. Вообще внутри Vectrex сделан неплохо. Там много что устанавливается в кроватке и поэтому подлежит легкой замене. Поэтому инженер, который придумал вот этот кастомный чип-усилитель, он теперь предлагает новое решение. Вынуть из кроватки музыкальный чип AY. Это стандартное для 80-х годов музыкальное решение, трехголосый музыкальный чип. Вынуть его из кроватки и вставить новую насадку со своим усилителем, со своими выводами. Я пока не стал этого делать. Кстати, если у вас будет свой Vectrex и вы с какой-то целью надумаете его разобрать, первым делом сделайте вот что. У Vectrex есть две платы, и земли на этих платах соединены проводком. В оригинале этот проводок очень стрёмный, он очень короткий и плохо припаян вообще почему-то. Выпаиваете его сразу и заменяете на проводок раза в 2-3 длиннее. Тогда вы сможете снять одну плату и просто отложить ее рядом. А иначе с оригинальным проводком ничего такого не получится, вы очень сильно намучаетесь. This is the system chosen 2-to-1 over Atari and Intellivision for real arcade gameplay. Fantastic! Presenting the revolutionary Vectrex arcade system. У меня есть подозрение, что некоторые наши зрители заскучали и ждут, когда я уже покажу игры. Будут сейчас игры, а к технической части мы вернемся после. Одна игра у Vectrex вшита прямо в ПЗУ, остальные надо покупать на картриджах. Выбор игры, которую вшить в ПЗУ, очень важен, ведь она будет продавать консоль. В этом смысле отлично поступили Nintendo, когда выводили на рынок Game Boy. Они вкладывали в комплект картридж с Тетрисом, и Тетрис поспособствовал продажам консоли. То же самое с Vectrex. Производители не ошиблись в выборе игры. Астероиды — это просто классика. Однако на Vectrex игра называется Mindstorm. Закон о копирайте запрещает патентовать идеи, но позволяет патентовать название. То есть можно взять идею игры «Астероиды», а вот название нельзя. «Астероиды» — это проверенная временем классика. Она восходит к Массачусетскому технологическому институту, где в 1962 году хакеры придумали игру Space Wars на компьютере PDP-1. Идея игры жива до сих пор. Сначала она перекочевала в аркадные игровые автоматы. Потом
разработчики Vectrex решили принести игровой автомат в вашу гостиную, и поначалу консоль Vectrex так и называлась — мини-аркада. В начале 90-х игра получила продолжение в виде Star Control на компьютерах IBM PC и Amiga. Потом ее можно было видеть в разных реинкарнациях на Xbox, на Nintendo Wii под названием Geometry Wars, и до сих пор делают подобные игры. В общем, вечная классика, и выбор игры — то, что надо. Астероиды интересны еще тем, что они очень просто программируются. Выглядит сложно, как будто там физика какая-то, инерция, скорость, все такое. А на самом деле движение ракеты буквально двумя сложениями описывается. Web Wars — оригинальная игра 1983 года. Мерцание на экране возникает из-за того, что частота съемки на камере не совпадает с частотой отрисовки Vectrex, но на самом деле игра действительно мерцает. Это связано с тем, что программа пытается нарисовать очень много векторов, и пока она рисует следующие вектора, предыдущие уже тают. Ну, как вы знаете, луч, он заставляет светиться люминофор не очень долго, надо постоянно обновлять изображение. Замечательная игра 2004 года, моя самая любимая, наверное, на Vectrex. На GBX Sammo я всех заставлял в нее играть. Физика, инерция, какая-то механика передается довольно простым программным кодом, и выглядит это очень эффектно. В оригинале игра взята с Commodore 64 и на Vectrex получила новую жизнь. И гораздо, кстати, более счастливую, потому что на Commodore это все изображается большими пикселями и некрасиво. А тут прям вектора вот то, что надо. Особенно трос, на котором висит груз. Как вы заметили, трос рисуется пунктирной линией. И это тоже аппаратная особенность Vectrex. У него есть 8-разрядное слово, в котором каждый бит отвечает что-то типа маски, как рисовать вектор, прерывистый или ровный. Flappy Bird 2014 года. Здесь она называется Wacky Bird. Но играть в эту игру я вам не советую, если у вас только нету цели лечь в психушку. Я там не знаю, откосить от армии или еще что-то. Потому что невозможно ее пройти, просто все начинают стучать по клавишам и дико ругаться. Несбалансированный геймплей, слишком узкие проходы в этих препятствиях. Nagoya Attack 2013 года. Замечательная музыка, всего 3 ноты, но она очень ритмичная, она прям заставляет почувствовать напряжение и радость этой игры. Очень классная. И здесь, кстати, нервишки-то как раз очень полезно тренировать с помощью этой игры. Нужно выжидать точный момент и стрелять. И прям вообще дисциплинирует очень хорошо. Вот всем рекомендую. Еще одна замечательная игра из начала 80-х — Pole Position. Под этим названием она существует на разных платформах, везде это гонки, но везде они выглядят по-разному. Если вы задумаете играть в эту игру на Vectrex, самое главное знать, что кнопка 1 и 2 переключают передачи. В этой игре дорога рисуется не прямыми отрезками, а плавными кривыми. Единственное, вы можете заметить, что две кривые не очень хорошо состыкованы, но это связано с тем, что экран Vectrex разделен координатной сеткой. Об этом я расскажу немного позже. Но, к сожалению, Pole Position тоже немного мерцает и не успевает отрисовывать кадры, и это немножко уменьшает удовольствие от игры. А теперь давайте вернемся к техническим деталям. Самая уникальная штука в Vectrex — это вот эти 3 провода. Напряжение на красном и синем управляет магнитами, которые отклоняют луч по вертикали или по горизонтали. Напряжение на желтом управляет яркостью. У Vectrex 128 градаций яркости. Для 1982 года это очень круто. Это почти как 128 цветов, но только сереньких. Разрешение экрана 256 на 256. Только не пикселей, а весь экран разлинован решеткой. В узел решетки можно поставить начальную точку вектора и любой другой узел решетки выбрать в качестве конечной точки. Но и это еще не все. Существует трюк с масштабированием. С его помощью можно провести вектор не в узел решетки, а вообще почти куда угодно. А теперь давайте посмотрим на то, как рисуется графика, повнимательнее. Помните, я говорил про ручку яркости? Сейчас мы ее выкрутим на максимум и посмотрим, что происходит.
Во-первых, как вы заметили, все рисуется из центра экрана. Там находится 0 координат. Во-вторых, Vectrex довольно сложно нарисовать точку. Ему гораздо проще нарисовать вектор. Чтобы нарисовать точку, нужно погасить луч, перевести в нужное место, включить луч и подождать, пока люминофор начнет светиться. В ПЗУ Vectrex есть процедура рисования векторов и точек, и в ней довольно много пустых циклов. Vectrex ничего не делает, просто ждет, пока луч устаканится на нужном месте. Потому что если этого не сделать, то а фиг его знает, может быть луч еще не дошел куда надо. И пустых циклов там довольно много, с запасом. На этом теряется производительность. Очень жаль. Некоторые пишут свои подпрограммы отрисовки векторов, но чем меньше ожидания, тем менее предсказуемый результат. Особенно страдает этим демогруппа MetalWods. Почему рисуют, начиная с центра экрана? Вообще-то можно начинать с любой точки, но чем дальше от центра, тем больше погрешность. А в центральном положении пучок электронов не отклоняется электромагнитами, они выключены. Поэтому позиционирование гарантированно точное. И вообще, когда Vectrex рисует свои вектора, вы можете заметить под увеличением, что они не всегда точно состыковываются, там накапливаются погрешности, потому что это все аналоговая схема. Более того, у каждого экземпляра Vectrex свои погрешности. И если вы задумаете купить Vectrex, обязательно просите владельца прислать хорошие фотографии экрана на каких-нибудь тестах или хотя бы на играх, чтобы видеть, вообще сходятся лучи, сходятся вектора или нет. Не все можно поправить калибровкой, может быть уже сама схема такая. Что за трюк с масштабированием? Когда вы устанавливаете значение на магнитах, чтобы пустить луч в нужном направлении, одновременно с этим вы запускаете таймер и начинаете следить. Через какое-то количество циклов таймера вы прерываете луч, вам не нужно, чтобы он дошел до самого конца, и пускаете в другом направлении, устанавливаете новые значения на магнитах, новый счетчик таймера. Таким образом вы рисуете весь ваш объект за один проход по таймеру. Заметьте, я нигде не сказал слово координатная сетка, только самую первую точку вы ставите по точным координатам. Все остальное рисуется по таймеру уже мимо сетки. Фишка в том, что таймер можно перепрограммировать, запускать его быстрее или медленнее. Соответственно, объекты получаются меньше или больше, потому что лучи прерываются раньше или позже. Вот такое масштабирование выглядит почти аналоговым образом. Ordinary home video games can't match the laser-sharp visual effects of Vectrex, because only Vectrex has a real arcade screen built in. No TV set needed, so every Vectrex cartridge gives you real arcade gameplay that others can't. Vectrex, it stands alone. Векторные мониторы в 1982 году не были новинкой. Они использовались уже в компьютерах и даже в советских компьютерах, но все они были монохромные. Существовали, конечно, и цветные векторные дисплеи в аркадных автоматах. Но это очень дорогая штука, даже не столько сам дисплей, сколько вся его обвязка. Поэтому разработчики были вынуждены искать другое решение, как с монохромным дисплеем выйти на рынок игровой индустрии, которая, конечно, требовала цвета. И тогда было найдено гениальное и очень наивное решение. Этот монитор просто загораживали полупрозрачной цветной пленочкой, разноцветной, покрашенной в разные цвета. Под каждую игру полагалась своя раскраска. У меня даже есть где-то от Mindstorm вот эта пленка, оверлей так называемый, но я им не пользуюсь. В принципе, понятно, что он ничего не дает. Да, что он может дать? Вот скажем, в игре Pole Position, где гонки, хотя бы есть линии горизонта, и можно все, что выше, это горы, покрасить в синий цвет, а все, что ниже, пускай там будет трава зеленая, но тогда машинки тоже получаются зеленые, флажки зеленые, ну в общем очень наивно и, конечно, не годится. Зато такие оверлеи позволяли делать классные фотографии для рекламных проспектов, на коробке, в журналах. Вы видите, что Vectrex цветной и вам нравится. Через некоторое время разработчики стали задумываться о создании цветного Vectrex. Но смотрите, в чем загвоздка. У этой модели монохромный монитор и люминофор нанесен на него равномерным слоем. Как бы вы ни двигали луч, вы всегда высвечиваете какие-то части люминофора, они светятся и получается гладкая ровная линия. Цветной монитор устроен совсем не так. Я сейчас покажу. У цветного монитора существует сетка из пикселей. Грубо говоря,
Он весь поделен вот на такие квадратики разноцветные. А пушка, которая испускает электроны, испускает на самом деле 3 луча параллельно, так чтобы они светили каждый в свой пиксель. И напряжение на каждом из лучей, оно независимо управляется, чтобы создать нужную яркость зеленому, красному и синему компоненту. Засада здесь в том, что следующий пиксель зеленый будет где-то здесь, и не существует непрерывной связи между зеленым цветом. Эти тройки пикселей расположены по решетке, и даже идеально ровный луч все равно получится пиксельным, что убивает напрочь всю идею с прекрасными векторами. Разработчики нашли другое решение, почти нашли. Существует особый вид мониторов с двухслойным покрытием люминофора. Если испускать электроны с одной энергией, то они пробивают первый слой, задерживаются на втором и заставляют его светиться. Если пускать с меньшей энергией, они задерживаются на первом слое и светится он. Слои могут быть раскрашены в разные цвета, скажем, в оранжевый и зеленый. И вот у нас уже двухцветный монитор и никаких пикселей, казалось бы, классно. Засада в том, что дискретное значение энергии, с которой мы должны светить, оно лишает нас возможности делать плавные переходы цветов. Мы либо светим только на один слой, либо только на другой, и никаких полутонов. Ну и в конце концов, а что мы от этого выигрываем? Всего 2 цвета получается, но это почти как пленочка. Таким образом, не суждено было появиться цветному Vectrex, он существует только в виде прототипа в каком-то музее. This is an ordinary TV video game. This is Vectrex, the only video game system with its own video screen. Take it anywhere, just plug it in. Я все хожу вокруг да около, но, видимо, надо все-таки рассказать историю создания Vectrex. Дело в том, что я читал несколько разных историй, и они противоречивы не только друг другу, но и внутри себя, поэтому не очень понятно, что же там происходило на самом деле. Но если все собрать воедино, то я вижу себе эту картину так. 2 инженера, прогуливаясь по магазинам электронных товаров, случайно наткнулись на маленькую электронно-лучевую трубку с диагональю 5 дюймов. Как я понял, такие штуки использовались в авиации, где-то в кабине пилота или что-то типа того. И в то время это все распродавалось по конверсии очень дешево. Они не могли себя остановить и купили, конечно, эту штуку, пошли с ней экспериментировать. У них родилась идея сделать мини-аркаду, перенести из аркадных залов большой игровой автомат на стол. После ряда экспериментов они поняли, что чего-то маловато для игры. Кроме того, в то время уже стали выходить игровые консоли с названием мини-аркада. Они действительно были такие маленькие и очень примитивные. У них экранчик был либо на светодиодах, либо на жидких кристаллах. Может быть, чтобы не быть похожим на вот эту мини-аркаду, которая уже выпускалась, а может быть по другим соображениям, разработчики решили от 5-дюймового экрана отказаться и взяли 9-дюймовую трубку. Это было уже не так дешево, и вообще, надо сказать, начинка у Vectrex не дешевая. У него мощный процессор Motorola 6809, 64 килобайта адресуемой памяти, то есть можно писать игры размером до 64 килобайт. Правда, такие игры стали выходить только в 2000-х годах, а оригинальные занимали 4-8 килобайт, вот так. У Vectrex также классный контроллер. Он, не побоюсь этого слова, аналоговый. Как пример, в Homebrew игре Crossfire игрок направляет пушку, плавно отклоняя джойстик. Здесь я сражаюсь против компьютера, но некоторые игры позволяют играть с живым соперником, подключив второй контроллер. Некоторые, наверное, заметили, что корпус Vectrex напоминает корпус первого Apple Macintosh, который вышел 2 годами позже. Это наводит на мысль о заимствовании, но энтузиасты связались с первыми дизайнерами Apple и задали вопрос напрямую, вдохновлялись те Vectrex или нет. Ответ был однозначный, категорически нет. С одной стороны, кто же признается, что стырил чужую идею, с другой стороны, дизайн действительно так не делается. Дизайн — это сродни решению уравнения, где нельзя просто взять чужое уравнение и подставить ответы в свое. У Apple, конечно, отличные дизайнеры, и они решали задачи, исходя из функционала, и функционал уже определяет внешний вид. Как я уже говорил, игры для Vectrex выходили на картриджах. Вот это картридж с современной игрой,
Оригинальные картриджи были в пластиковой коробочке, но вообще она не нужна и как бы тогда же красивее смотрится. В интернете появилась схема с платой, она очень простая, каждый может записать свою микросхему и выпустить свою игру. Вообще говоря, сейчас очень много продается игр, они дорогие, там по 30, по 40 евро. Я не покупаю, я не настолько фанат, я играю в бесплатные. Для этого существует картридж 72 в одном, на него записаны все официально выпущенные игры, какие-то утилиты под цветовое перо, под что-то еще, демки, тесты, в общем много чего. И этот картридж постоянно обновляется, там появляются новые демки и новые бесплатные игры. Если же вы хотите быть в курсе последних событий, то существуют вот такие флеш-картриджи перепрошиваемые, банки переключаются с помощью какого-нибудь переключателя и программатор, который подключается по USB к компьютеру, позволяет перепрошивать. Вот этот программатор, он чем мне не нравится? Тем, что он требует абсолютно чистого диска. Да, он подключается по USB, видится как внешний диск, но не дай бог Windows туда запишет какой-нибудь файл System Volume Information или macOS запишет какой-нибудь .trash. Скорее всего, ничего не заработает. С нормальными картриджами для разработки вообще довольно туго. Да, есть один картридж, но у меня не получилось его купить. Я уговаривал автора довольно долго, он уверял, что не посылает в Россию, потому что с этим какие-то проблемы с почтой. Существует несколько экспериментальных картриджей с встроенным процессором ARM. Способов использования предлагается 3. Первый – хранить таблицу рекордов. Потому что на картриджах Vectrex, они же ПЗУ, там нету никакого АЗУ. Где рекорды хранить? Нигде. А тут вот можно. Второй способ использования – это память. На картридже много памяти. Туда можно, конечно, записать много игр, а можно записать что-то одно. Например, есть демка Bad Apple, которая играет на Vectrex. Она занимает много места, и эти данные просто подсасываются в Vectrex. Третий вариант, самый интересный, использовать всю мощь процессора ARM для расчета математики, физики, а Vectrex оставить только процедуру вывода векторов. Пожалуй, самый интересный картридж, основанный на микропроцессоре ARM, который существует не в единичном экземпляре, а вот прям продается массово. Он предлагает использовать вам язык Basic для программирования своих игр, потому что игр под него в общем-то нет. Вы можете купить картридж, но играть вам особо будет не во что. Поэтому вот вам Basic, пишите. It's your own personal arcade. A high-performance system with a built-in game plus a whole collection of arcade cartridges like Scramble, Pole Position, Berserk. So if you're into video games, forget the TV. Компания Milton Bradley, владевшая Vectrex, сделала доброе дело, вернув права исходным разработчикам, инженерам. И они в 2000 году выложили всю библиотеку игр в бесплатный доступ. Для некоммерческого использования, конечно. Также они выложили всяческую документацию, сканы мануалов. Всего этого в интернете полно. В общем, Vectrex документирован очень хорошо. Эмуляторы Vectrex есть на всех платформах. Есть даже под iPad вполне официальный эмулятор. В нем содержится вся библиотека когда-либо вышедших официальных игр, плюс несколько отличных homebrew. Остальные игры приходится докупать. На Vectrex хорошо развита homebrew-сцена и демосцена. Это наводит на мысль, что программировать под Vectrex в общем не так уж и сложно. Есть всякие средства разработки, в том числе эмуляторы со встроенными отладчиками. Есть язык C. Кстати, на языке C написана игра Bloxers. Что интересно, программист связался с автором исходной игры, ведь это ремейк, и попросил разрешения использовать название и уровни из игры. И он это разрешение получил. На примере игры Bloxers можно наблюдать интересный эффект. На видео-то его не очень заметно, а вот по фотографиям он совершенно четко просматривается. Короткие линии рисуются ярче и жирнее, чем длинные. Почему так происходит? Потому что используется такой способ отрисовки. Скажем, вам нужно из какой-то точки провести луч в другую сторону, провести такой вектор под 45 градусов. Для этого на магните, отвечающем за вертикальное смещение, устанавливается то же напряжение, что и на электромагните, который за горизонтальное смещение отвечает. И они тянут одинаково, с одинаковой силой, луч проходит вот так.
Теперь, скажем, вам нужно под 30 градусов нарисовать луч. Это вот так, такой вектор. Этот магнит тянет в 2 раза сильнее, и поэтому луч отклоняется таким образом. Так вот, здесь важны пропорции. Одинаковые значения 45 градусов, значение в 2 раза отличающиеся 30 градусов. А какие, собственно, значения устанавливать? Допустим, мы установим 10 и 20. Луч довольно лениво поползет в этом направлении. И поскольку он будет ползти медленно, он будет оставлять жирный след. Если же мы установим значение, скажем, 100 и 200, магниты потянут этот луч гораздо быстрее, он пролетит в нужную точку, и поэтому линия окажется тоньше, так как задерживаться на каждом элементе люминофора будет луч меньше. Мало кто знает, что задолго до Nintendo 3DS, задолго даже до Virtual Boy, именно Vectrex стал первой игровой консолью, позволяющей пользователям погрузиться в стереоскопическое трехмерное изображение. И сейчас я вам покажу, каким способом это достигалось в 1983 году. Выглядеть как идиот. Такова была плата приобщения к виртуальной реальности 34 года назад. С другой стороны, лично мне этот шлем вполне к лицу. Иначе как объяснить то, что на официальной странице его продающей в качестве модели красуюсь как раз я. Так что, пожалуй, я его снимать не буду. Принцип работы шлема таков. Vectrex посылает по этому проводу напряжение 5 вольт для встроенного электромотора, который крутит диск. Напряжение посылается импульсами. В свою очередь шлем по тому же проводу посылает ответ. Дело в том, что в диске есть небольшое отверстие, а в шлеме светодиод и фотоприемный элемент. Когда отверстие совпадает с фотоприемным элементом, посылается сигнал Vectrex. Это означает, что диск сделал полный оборот, и Vectrex знает, с какой скоростью крутить его дальше. Как вы, наверное, уже заметили, вращаясь, диск заслоняет своей непрозрачной частью то один глаз, то другой, а Vectrex, в свою очередь, строит в это же самое время изображение то для одного глаза, то для другого. Получается, вроде как каждый глаз видит только одно изображение. Второй глаз смотрит поочередно через разноцветные стекла – синий, красный, зеленый. Соответственно, вектора, которые рисуются в этот момент, окрашиваются в цвет. Замечательно. Но на самом деле все не так гладко. Что с ним не так? Во-первых, вот этот диск, он довольно тонкий, и у него, соответственно, острая кромка, а вращается он довольно быстро. Пару раз я даже царапнул себе нос. Ну, до порезов дело не дошло, но все равно неприятно. Во-вторых, вот эта гайка, которая крепит диск, диски-то съемные, она с двух сторон выглядит практически одинаковой. И если вы повесите не той стороной, то она просто сразу отваливается. Но даже если ставить как надо, тут написано топ, возникает подозрение, что одним порезом носа я не отделаюсь. В-третьих, пользователи оригинального шлема жалуются на так называемый гироскопический эффект. Это знаете, как если вы юлу заводите, она крутится, и вы пытаетесь ее наклонить или сместить, а она возвращается на место. Вот то же самое происходит с вашим носом, когда вы пытаетесь им двигать. Диск-то крутится и мешает вашему движению, возвращает к центру. Но лично мне не удалось ощутить прелесть этого эффекта, потому что он перебивается другим эффектом. То ли гайка вот эта, то ли диск сам, то ли, может быть, мотор от времени. В общем, я чувствую такую разбалансировку, из-за чего шлем во время работы начинает вибрировать, и я чувствую себя как на стройке. Все это вкупе делает виртуальную реальность на Vectrex весьма экстремальным развлечением. Но для 1983 года, это все равно было интересно. Оригинальный шлем защищает игрока лучше. У него есть лобовое стекло. Но переплачивать $1500 мне кажется нерациональным. Лучше вложить эти деньги в медицинскую страховку от порезов. Стереоскопических игр под Vectrex было выпущено всего 3, и каждая идет со своим диском. Диски различаются расцветкой. Вот на этом мало красных векторов, на этом больше. Get into Vectrex.
light pen and 3D imager available. Подводя итоги. Во-первых, Vectrex — это очень редкая игровая консоль. Во-вторых, совершенно уникальная по железу. На Vectrex можно делать то, что невозможно сделать ни на какой другой консоли. На Vectrex развита Homebrew сцена, и много игр выходит каждый год. Под Vectrex можно программировать. Существует достаточно средств для этого. Выходит какое-то железо, возможно, скоро станут доступны флеш-картриджи на ARM-процессорах. Я очень надеюсь, что будут выходить и новые 3D-игры. Если у вас возникло желание приобщиться к вселенной Vectrex, я приглашаю вас в Facebook-группу Vectrex Fans. Там много людей, все новости, можно спрашивать что угодно, качать. В общем, все радости есть в Фейсбуке. И поскольку наша передача называется «Сцена», я, конечно, приглашаю вас не просто играть в игры, а что-то делать самостоятельно, творить на этой платформе. Пишите демки, пишите игры, будьте счастливы и делайте счастливыми других.